Здравствуйте, дорогие друзья! Сәлеметсіз бе, құрметті достар! Вот только что вы увидели первое выступление наших новых участников. Это фан-клуб Димаша Кудайбергенова в Польше. Знаете, это достаточно удивительный факт, что они всем своим большим составом поют песни Димаша. На этот факт невозможно обратить внимание. Поют песни — это одно, они еще, оказывается, очень активны. Они объездили весь Казахстан, они побывали во всех регионах Казахстана и, собственно говоря, во всех городах Казахстана для того, чтобы встретиться с казахстанскими дирс и узнать больше о родине Димаша Кудайбергена. 24 марта состоится встреча с ними. Пожалуйста, не пропустите эту встречу, потому что она будет очень интересной. И я думаю, что какой-то дополнительный материал до этой встречи я, наверное, размещу на своем другом канале Димаш Дирс Сан-Франциско. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста, как на тот, так и на этот канал. Между Польшей и Казахстаном существуют большие дружественные связи и в социальном, и в экономическом, и в других планах. Но все же нужно подчеркнуть, что между нами существует незабываемая, невидимая
времен связующая нить. Это наша общая история. Ведь поляки, проживающие на территории Казахстана, являются потомками репрессированных жителей Украины. Сейчас польское правительство относится к Казахстану с большим уважением. В 2020 году, когда началась война в Украине, польское правительство создало зеленый коридор для того, чтобы казахстанские грузоперевозки проехали территорию между Украиной, Польшей и Казахстаном беспрепятственно. И мы, казахстанцы, уважаем польский народ и восхищаемся их памятью о Казахстане, о земле, на которой они родились, выросли, и на которой сейчас до сих пор проживает большая польская диаспора численностью около 36 тысяч человек. Я воспринимаю это как благодарность польской диаспоры казахстанскому народу, Казахстану. Вы знаете нашего преподавателя по вокалу Энн Сорен по реакции на Димаша Кудайбергена. Если вы хотите научиться этим технологиям пения или этим, и затем петь уже на большой сцене вот так, или петь живьем, как наш преподаватель по вокалу, просим приезжать к нам в Сан-Франциско и учиться вокалу у настоящих профессионалов. За короткое время Фабио Кассали, житель солнечной Италии, стал известен казахстанцам за то, что он просто любит творчество Димаша Кудайбергена. Особенно надо подчеркнуть, что Фабио Кассали как музыкант, как композитор, как продюсер очень любит песни Димаша Кудайбергена именно на казахском языке. Фабио, следуя своему кумиру Димашу Кудайбергену, поет все песни на любом языке мира, но все же предпочтение он отдает песням на казахском языке. У меня есть на канале такое видео с названием «Что ищет Фабио в песнях Димаша Кудайбергена?». Я считаю, что и Димаш, и Фабио Кассали очень любят свою родину. Как он поет итальянские песни. Одну из них вы сейчас услышите после песни «Айран Елем». Когда Фабио посетил Казахстан в первый раз, это было в октябре 2023 года, мои родители, они встретились с ним. И мой папа обратил внимание на то, что Фабио, как настоящий римлян, он достаточно атлетически сложен. И в то же время он достаточно душевный, достаточно открытый человек. За время своего пребывания в Казахстане он встретился с Дирс. Он пел вместе с ними, с какой любовью, с каким уважением. Он отнесся к зрителям, когда зрители собрались на концерт, слушали Фабио Кассали, как он пел песни на казахском, на итальянском языках. Фабио готов посещать Казахстан снова и снова, с концертными программами или же просто для того, чтобы встретиться с фан-клубом Димаша Кудайбергена в Казахстане. Шим воодушевлением всегда воспринимает то, что он может поехать в Казахстан и побывать непосредственно на родине Димаша Кудайбергена. Человек самостоятельно учит тексты песен, понимает их глубину, красоту. Это мы видим в его эмоциональном исполнении в песнях «Айран Елем», «Сникорлан», «Арагмай». И сейчас вы услышите песню «Айран Елем» в исполнении Фабио Кассали. В завершении песни «Айран Елем» Фабио снимает тюбетейку с головы и прижимает ее к своей груди и сердцу. Это говорит о высочайшей культуре Фабио, о том, что он любит творчество Димаша Кудайбергена, о том, что он проникся любовью к родине, которую несет в себе Димаш Кудайберген в своем сердце.
Szatamsa skamba Yelimde siyah Kurtien biembiyet Hala kadam bas bangga Sanak tespiye dege Ölür merten menenye Sandar şantayta Şudur sambayta Vakatin polar merenye Kayram yene Tuhan şeren Hamam ol gelen Kasalar daimen kesoksan Siyene şüreken Şalkan sılhana telehen Umut olsun kayhum Şarkı razan aykırı Şahtar soneri Kuasın sabi Dilin yalem salohan Hayran yene Tuhan şeren Aman bon gelen Kasalar daimen kesoksan Senin şüreken Şahan solhana telehen Hayran yene Tuhan şeren Aman bul gelen Hasalar daimen kesoksan Senin şüreken Şalkan solhana telehen
inutile suonare qui, non vi aprirà nessuno. Il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu. È inutile chiamare, non risponderà nessuno. Oh. Il telefono è volato fuori giù dal quarto piano. Era importante, sai, pensare un poco a noi. Non stiamo insieme mai. Ora sì, ora sì. Soli, la pelle come un vestito. Soli, mangiando un panino in due, io e te. Soli, le briciole nel letto. Soli, ma stretti un po' di più. Solo io, solo tu. Soli, col tempo che si è fermato. Oh, soli, però finalmente noi, solo noi, solo noi. È inutile suonare qui, non vi aprirà nessuno. Молодой, перспективный Платон Силаев. Он является представителем сильнейшей российской школы контртеноров. Он учится в Санкт-Петербургской консерватории и Римского-Корсакова на 3-м курсе. Платон Силаев показывает нам свое мастерство из концерта в концерт. Эрику Курмангалиева нет с нами уже несколько лет, но память о нем сохранилась вот в этой школе контртеноров, представителем которой является Платон Силаев, Рустам Яваев. Кстати, мы надеемся, что Рустам Яваев также будет участником нашего концерта в будущем. Мы понимаем, что у него нет времени, потому что он все-таки является солистом Большого академического театра в Москве. Мы всегда рады любым инициативам со стороны Рустама Яваева. Голос контртенора, он всегда будет необыкновенным, он будет удивительным, он будет уникальным. Я спросила у Платона, почему вы выбрали именно эту песню? Ведь ваш молодой возраст совершенно не соответствует содержанию этой песни. На что Платон Силаев ответил мне. Послушайте, пожалуйста, его ответ. Привет, зрители канала Димаш Дир Сан-Франциско. Сейчас я исполню песню «Любовь, похожая на сон» в аранжировке Димаша. Вот, я выбрал эту песню, так как я считаю, что особенно сейчас важно сохранять абсолютно все связи, и дружеские, и семейные, и романтические. И для меня эта песня очень много значит. И могу сказать, что в последнее время творчество Аллы Борисовны, в частности, эта песня и в исполнении Пугачевой, и в исполнении Димаша очень часто играет в моей машине, поэтому приехал и записал ее по зову сердца. Я в глаза твои, как в зеркало, смотрюсь. Отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб я лишь гостем был в сумраке ночей и судьбе твоей. Я люблю тебя, как любят в жизни раз.
словно солнце в мире не было до нас. От забот и мелких ссор я тебя увел, и ключи от счастья для тебя нашел, для тебя нашел. Любовь, похожая на сон, сердец хрустальный перезвон, твое волшебное люблю. Я тихим эхом повторю: любовь, похожая на сон, счастливым сделала мой дом, но вопреки законам сна пускай не кончится она. Я прощаю одиночество и грусть. Ты сказала в них: я больше не вернусь. Так бывает только в сладком сне, но любовь у нас наяву сейчас. Мне в глазах твоих себя не потерять. На разлуке нам любовь не разменять, и немыслимой ценой, и своей мечтой заслужил я это счастье быть с тобой, быть всегда с тобой. Любовь, похожая на сон, сердец хрустальный перезвон, твое волшебное люблю. Я тихим эхом повторю: любовь, похожая на сон, счастливым сделала мой дом, но вопреки законам сна пускай не кончится она. Любовь, похожая на сон, счастливым сделала мой дом, но вопреки законам сна пускай не кончится она. Сейчас я несколько слов хотела бы сказать о Луизе Юнусовой. Луиза Юнусова участвовала в наших концертах, и я надеюсь, будет участвовать в наших концертах, потому что вот с такими людьми хочется работать в дальнейшем. Когда я предложила свой новый проект, это совместная песня, первый, кто поддержал эту инициативу, была Луиза Юнусова. Она вот настоящий боец, она никогда не говорит «нет». Если были какие-то технические помарки или технические ошибки, она всегда говорила: все, я переделаю. Успешно завершала весь процесс наших съемок, нашей подготовки к вот новому проекту. Хочу отдельно сказать о башкирском фан-клубе. Башкиры, татары, турки, все мы являемся одной большой семьей тюркских народов, поэтому все мы друг другу родственники. У нас одинаковые традиции, обычаи, у нас похожие языки. Башкирский фан-клуб возглавляет тетя Луизы Юнусовой Эльвира Юнусова. Она является народной артисткой Башкортостана, заслуженным деятелем
культуры Российской Федерации. А также мы знаем другую тетю Луизы, это Земфира Юнусова, она медик по специальности. Во время своего пребывания родственников Луизы Юнусовой, двух теть, они приехали специально на концерт Димаша Кудайбергена. Мои мама и папа и Луизы, родственники, встретились около стадиона. Но я спросила у своих родителей, конечно же, о впечатлениях, на что мои родители ответили. Это просто удивительно, что они оставили свои дома, свои семьи и приехали ради концерта Димаша Кудайбергена в Алмату. Их никто не встречал. Они приехали самостоятельно для того, чтобы побывать на концерте Димаша Кудайбергена и почувствовать необычную атмосферу. Атмосферу дружественности, атмосферу тепла, где весь мир, большое сообщество Дирс собралось на концерте, рукоплескало Димашу. Такое чувство единения, дружбы между фанатами Димаша Кудайбергена. Ради этого люди приезжают на концерты Димаша, слушают его песни, участвуют в припати, активно поют, танцуют. Эльвира Юнусова, которая не раз была гостью нашего канала, она отметила, когда ты слушаешь Димаша в онлайн-режиме, это одно, но когда ты бываешь на концерте Димаша Кудайбергена, это совершенно другое. Это такие впечатления, как будто ты коснулась какой-то космической музыки, космического звучания. Еще моих родителей удивило то, что это была осень. Вы знаете, что в Алматы, это же горная местность, осень, да, довольно-таки прохладное время года. Несмотря на это, Дирс всего мира приехали в Алмату, смогли насладиться пением Димаша Кудайбергена, побывать в этой невероятной атмосфере добра, счастья, любви, когда люди всех стран единяются в одном порыве, быть открытым друг другу, петь песни Димаша, чувствовать эмоции друг друга, сопереживать друг другу, иметь возможность слышать голос Димаша, его неземное, его космическое пение. Мои родители постарались выразить благодарность, такое гостеприимство. Они принесли 2 больших пакета баурсаков. Ну, представляете, это такие пышные баурсаки, это фирменный алматинский шоколад. Благодарили моих родителей и даже угостили Дирс на концерте этими баурсаками. Итак, давайте прослушаем песню в исполнении Луизы Юнусовой. Кстати, она обладает многими международными премиями, теми конкурсами, которые проводились в России. Приветствую всех, приветствую канал Димаш Сан-Франциско. Меня зовут Луиза. Я для вас исполнила песню Димаша Кудайбергена «We Are One». Песня мне очень нравится. Надеюсь, вам понравится мое исполнение. Я буду с радостью и с нетерпением ждать ваших откликов, отзывов. Всем большое спасибо заранее. In the rain, hand in hand we hold the
from afar. Over the sea we bring the love. So hard to see you fight alone. We are one big family, united we are strong. When we're walking in the rain, hand in hand we hold the pain. Stand together, fight as one to the end. We are one, we are one. We fight to save the world. Together we will rise and we will shine. When we're walking in the rain, hand in hand we hold the pain. Stand together, fight as one to the end. Shine, joy and sorrow, no longer stay apart. Together we will rise and we will shine. When we're walking in the rain, hand in hand we hold the pain. Stand together, fight as one to the end. Shine, joy and sorrow, no longer stay apart. Together we will rise and we will shine. Сейчас я хочу вам рассказать о своем новом проекте, который я предложила нашим певцам. Они с удовольствием поддержали мою инициативу. Как это технически происходило? Мы создали такую Zoom-конференцию, где буквально 2 часа проговорили о том, какую версию мы выберем для исполнения, какими голосами будут петь наши исполнители эту песню. И в итоге получилось вот то, о чем я даже не мечтала. Вот эта песня ошеломила меня, как мастера своего дела могут создать вот такой шедевр. По сути дела, это шедевр, который создали поклонники творчества Димаша Кудайбергена на основе вот такого большой любви, большого почитания творчества Димаша Кудайбергена. Они еще раз показали мне, что они являются настоящими специалистами своего дела, своей индустрии, музыкальной индустрии. Я думаю, что мы такие коллаборации будем еще в будущем делать. Песню полностью собрал Фабио Кассали. Посмотрите, пожалуйста, что из этого получилось. Друзья мои, вы знаете, что 24 мая 2024 года все мировое сообщество ДИРС будет отмечать юбилей Димаша Кудайбергена. Состоится большой концерт в Турции, в Стамбуле. Но не каждый может выехать в Стамбул в это время. У кого-то нет возможности, у кого-то нет документов для выезда в другие страны. Я имею в виду тех, кто проживает в США. И поэтому я предлагаю собраться всем нам в Golden Gate парке. Это прекрасное место, где мы можем собраться, мы можем организовать там пикник, мы можем петь песни там, мы можем делать какие-то игры на свежем воздухе. Друзья мои, множество вариантов. Вы, пожалуйста, пишите в комментариях, что вы можете предложить, потому что до 24 мая есть еще время. Кроме того, я хотела бы пригласить тех, кто хотел бы посетить это мероприятие, у кого есть уже туристическая виза в Соединенные Штаты Америки, или те, кто намеревается приехать, но нет визы. Мы можем вам помочь со студенческой визой, то есть есть определенное количество времени, чтобы вы могли подать на студенческую визу, пройти собеседование и приехать сюда, к нам, и поучаствовать в этом мероприятии, потому что студенческая виза имеет срочную очередь. Дорогие друзья, я хотела бы вас призвать к тому, чтобы вы подписывались на наш канал, ставили свои лайки, потому что этим самым мы сможем распространить этот концерт по всему интернету. Поэтому, пожалуйста, активно подписывайтесь и ставьте свои лайки. Давайте послушаем нашу новую песню моего нового проекта.
heart, and I know that it is love in His place, much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you'll feel there's no heart or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world, make it better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, where is love, what cannot lie? Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this place we can feel. We don't dread, stop existing and start living. Let it feel that always love enough for the growing. Make a better world, make a better world. Heal the world, make it better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. And the dreamer will come safe and will live on a joyful face. And the world won't believe we will shall get in grace. The what to keep saying like with a justified soul. There is plenty to see, this is heavenly. Big and strong. We could fly so high, let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world with no fear, together we cry happy tears. The nations to restore into plowshares. We could really get there if you care enough for the living.